сейчас я попытаюсь вам рассказать, что делать вот с такой вот формочкой для заливки плиток. Я себе всегда хотел какую-то на даче сделать культурную дорожку. Вот, и нашел в интернете вот такую вот плитку. Вот она вот такая идет с разрезиками для заливки в нее раствора цементного. Вот, сразу расскажу, я уже сделал себе дорожку такой вот длины где-то, долго мучился. Вот, были у меня ошибки и так далее, то есть и я вот сейчас попытаюсь вам рассказать, как же все-таки лучше делать и как лучше не делать, чтобы нормально получилась дорожка. Вот, значит, начну сразу с первого. Перед тем, как заливать и ставить дорожку, нужно сделать хотя бы какое-то основание. Вот я себе здесь пытался сделать, засыпал песком, где-то сантиметров, может быть, в 10 глубину, и разровнял это, то есть залил водой и потихонечку постарался под уровень это все дело сделать, чтобы оно хоть как-то было ровно. Вот, но все равно саму плитку потом придется все-таки выставлять более ровно, чтобы она культурненько, ровненько стояла. Итак, значит, с чего начать? Начать можно с того, чтобы положить просто саму плитку рядом с теми, что уже есть, или если еще нету, то просто положить ее в землю. Вот. Потом берем уровень и пытаемся по уровню выставить, чтобы было ровненько, все красивенько. Вот у меня чуть-чуть здесь не попадает. И стараемся сделать, чтобы плитка немножко была выше, чем соседние плитки, потому что она все-таки слегка просядет на пару миллиметров. Она точно сядет. Поэтому не делайте прям вот в сам ровень, вот так вот. Не делайте, старайтесь сделать чуть-чуть ее выше, слегка выше других плиток. Потом она сядет, она станет как раз вот вровень с плитками. Но немножко, сильно не берите, берите буквально миллиметра 2, 3, 4 максимум. То есть даже нету чуть-чуть, немножко надо будет опустить. И так же само смотрим, чтобы оно было с этой стороны, где-то вот так. Потом с другими плитками тоже немножко выше и так далее. То есть вот тут у меня уже оно практически впритык получается. Надо, наверное, чуть-чуть будет поднять. И так же самое здесь. Потом выставляем, значит, всю плитку по уровню. Меряем уровень во всех углах, чтобы здесь было ровно, чтобы здесь уровень совпадал. Вот так еще меряем, чтобы уровень точно был ровный. Здесь, то есть получается где-то 8, даже 6 линий, по которым должно быть ровно. И по диагонали еще можно померить, чтобы уровень по диагонали получался ровным. Вот. И вот так. То есть должно быть во всех местах уровень должен быть одинаковый. Ну или хотя бы приблизительно одинаковый, чтобы плитка лежала ровно и красиво, без всяких наклонов. Вот, значит, равняем по уровню. Shall we begin? Let's begin now. Так, я совсем забыл сказать, что перед тем, как ставить саму формочку, ее желательно внутри чем-то помазать. Чем-то жирным, маслом. Или вот как я делаю, просто взял машинную отработку, масло с машины старое, и внутри все промазываем
чтобы потом эту форму можно было легко снять с застывшей уже плитки, потому что может ее прихватить и потом будет проблематично ее снимать. Да и плюс сама форма дольше прослужит, не так будет портиться внутри, когда к ней не будет цемент приклеиваться. Вот, то есть берем, просто мажем все внутри, так не сильно, и потом ставим обратно. Let's begin, pal. Так, далее в эту форму можно либо залить сразу раствор, либо можно еще накидать немного щебня и по мере заливания еще раствора докидывать тоже щебень. В принципе, и такой варианты будут нормальные. Единственное, что при щебне, ну я не знаю, как мне кажется, может быть она чуть-чуть крепче получится. Ну и плюс меньше раствора надо тратить, если докидывать щебень. Вот, то есть, ну, тут уже каждый может решить для себя, как ему больше нравится. Ну я делаю, если цельная формочка, то я делаю ее со щебнем, меньше раствора. На целую форму, в принципе, может почти ведро щебня может уйти вот на всю форму. Ну, у меня так получается, по крайней мере. Так, теперь будем заливать. Кстати, вот результат неудачной заливки. Точнее, даже не заливки, а снятия плитки. Сильно рано снял. И она растеклась немного по бокам. Получились вот такие вот некрасивые промежутки вот здесь, внутри. И она сама слегка кривая получилась. Вот, может быть видно, не знаю. Будет вот такая вот плитка. То есть из этого совет рано сильно не снимать. То есть минимум час хотя бы, чтобы она полежала, позастывала. Получится вот такая вот штука. И придется ее потом выковыривать и делать новую. Так как и мне пришлось вот эту снять и почти выкинуть.